На лицевой панели устройства расположен дисплей и основные кнопки. Кнопка Pump отвечает за включение вакуумной присоски. Она расположена справа от лицевой части станции и используется для поднятия и переноса радиоэлементов массой до 150 грамм. Кнопка Fan служит для включения и выключения вентилятора, расположенного слева от левого края установочного поля для печатных плат. Кнопка Lamp служит для включения лампы, расположенной в гнущемся металлорукаве, что позволяет ее легко размещать в любом необходимом месте над рабочей зоной. Кнопки вверх, вниз, вправо и влево служат для навигации по интерфейсу. Кнопка Enter предназначена для выбора определенного пункта в меню или подтверждения выбора. Кнопка Cancel используется для опровержения выбора или выхода из какого-либо пункта меню. На рабочем поле есть держатели для плат, которые можно регулировать по осям. Верхний нагреватель можно регулировать еще и по высоте с помощью ручки. Для того, чтобы начать работу, необходимо станок включить. Для этого считываем QR-код, бронируем время, оцениваем частоту и можно начинать работу. После включения установки на дисплее отобразится главное меню. Здесь два пункта – профили и настройки. В настройках можно задать Safety Temperature – это температура автоматического отключения, и Alarm Temperature – это температура звукового аварийного оповещения. Temperature Unit – это выбор единицы измерения температуры, либо Цельсий, либо Фаренгейт. Далее Keyed Pad Tone – это озвучка клавиш при нажатии. И Main Thermocontroller – это выбор основной термопары. Их в станции может быть две. Есть основная, она находится в гибком металлорукаве, чтобы ее можно было легко зафиксировать в любом месте рабочего пространства. И также можно подключить дополнительную в гнездо с правой стороны станции. Возвращаемся в меню с помощью кнопки Cancel и выбираем пункт профиль. Здесь 4 подпункта. Create для создания нового профиля, Run для запуска сохраненного профиля, Erase для удаления одного профиля и формат для удаления всех сохраненных профилей с памяти станции. Создаем новый профиль. Можно настроить 4 этапа работы профиля. Первый – это разогревание, его можно отключить. И далее задаем количество режимов, максимум может быть 3. Затем производим настройку этих режимов. Задаем температуру и время на разогрев. На основных этапах можно задавать более подробные настройки. Задаем общую температуру этапа и время. Далее настраиваем температуру каждой из 3 зон. Первая зона – это температура плитки, которая находится сверху. Зона 2 – это плитка, которая находится внизу посередине. И зона 3 – это плитки по краям. Настраиваем мощность зон в процентах. Второй и третий этап соответственно. После завершения настроек нам предлагается либо сохранить его, либо запустить. Если запустить его сразу, то сохранить потом будет невозможно. Поэтому сначала мы его сохраняем. Выбираем номер профиля и задаем ему имя. И профиль запустится. Здесь отображены температура термопар, таймер и текущий этап. После завершения каждого из этапов следующий запускается автоматически. После завершения всех этапов включается вентилятор для охлаждения платы. Нажимаем кнопку Cancel и возвращаемся в главное меню.